огромная мечеть. Это символ Исламабада. На каждой картинке, которую вы, наверное, видите из Пакистана, будет эта мечеть. И это вторая самая большая мечеть в Пакистане. Раньше это была самая большая мечеть в мире, но сейчас это не самая большая мечеть в мире, как часто это бывает. Пошли. Конечно же, сначала нужно сдать обувь или как-то ее спрятать. Так что все идут босиком, как вы видите. Я полетал на дроне. Здесь я встретил еще одного парня, у которого тоже есть дрон. Вот он, где он? Где-то там летает. Приехали утром, пока нет людей. Здесь красиво и очень тихо. Но суть в том, что с одной стороны здесь военная база, и там нельзя летать. Поэтому мы зашли за мечеть и спрятались. والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى. Как всегда, иностранец платит 250, местный 20. Если у власти Пакистана еще остаются вопросы, почему здесь так мало туристов, наверное, потому что здесь просто неудобно путешествовать. Просто если ты уже решишь сюда поехать, уже купишь билет и преодолеешь всю эту истерию, панику, вообще стереотипы этой страны, потом решишь сюда пойти, потом каждый раз тебе придется еще переживать вот такое вот. Каждый раз платить 10 раз больше. Ну это рекорд. В этот раз я платил 12 раз больше. В 12 раз больше. Прекрасно. Чтобы увидеть вот это вот чудо. Монумент Пакистана. Снова здесь на территории есть музей. И сколько стоит билет для туристов? Иностранцев? Для иностранцев 500. Охуеть. Прекрасно. Не пойду я сюда. Все. Здесь очень много людей, которые постоянно фотографируются. Поскольку монумент находится на высоте, отсюда очень хорошо видно горы и вообще весь город. Здесь очень красиво. Fine, thank you. Hello. Монумент называется очень простенько «Монумент Пакистана». И посвящен он дружбе пакистанского народа. Каждый из лепестков символизирует провинцию Пакистана. Монумент посвящен тем, кто умер сегодня за лучшее завтра. Это один из двух самых популярных, самых узнаваемых монументов в Исламабаде. Вообще здесь немного интересных вещей и не особо есть чем заняться. Поэтому Исламабад называют очень скучным, но чистым и организованным городом. С интересного я заметил, что здесь почти нет тук-туков, и при заказе такси уже невозможно выбрать тук-тук, но все еще остались мотоциклы и 3 вида автомобиля. Почему 3 вида автомобиля? Один это обычный с кондиционером, второй это без кондиционера, а третий
Это такая себе мини-машина, какая-то очень старая развалюха, которая не факт, что вообще доедет. Мне нравится Исламабад больше, чем Карачи и Лахор. Здесь чище, здесь больше места, здесь меньше людей. Здесь есть горы, так что можно даже пойти куда-то в хайкинг. Мы приехали на хайкинг в городе. Здесь очень много людей. Крутынный маршрут. Это наш каучсерфер, наш хост. Он блогер. Так, мы вот там вот. Пойдем куда-то дальше. Город Исламабад находится возле гор. Здесь можно ходить. Такой мини-поход. Проверим сейчас. Вау, какой интересный здесь маршрут. Очень жарко. Сначала мы планировали проснуться в 6 утра, но наш хост Мухаммед, как всегда здесь, он вообще очень неорганизованный такой. Проснулся в 10 часов. Ну, а потом мы решили позавтракать. То есть он позавтракал. Только потом, вот 12 часов сейчас, мы уже пришли. Как раз именно самая жара началась. Я удивился, но в данный момент даже не все маршруты открыты. Несколько маршрутов закрыты из-за того, что здесь гуляет леопард. Да, мы, слава богу, идем не по такому маршруту, так что мы в безопасности. Как вы думаете, что это такое? На чем я сейчас сижу? Такой мини-бассейн. Нет, это место для молитвы. Я случайно стал сюда, мне сказали уйти. Так делать нельзя, только босиком можно вставать. Вот место для молитвы, а вот город. Здесь экстренно мандаринки продают все. Они платят поштучно. К сожалению, я не успел пройти до самого конца. Сейчас я уже спускаюсь, потому что мне нужно бежать. По моему мнению, очень классный и сложный маршрут. Лучше приходить утром или вечером, так как очень жарко. Последние несколько дней я жил в этой квартирке. Я здесь остался бесплатно. Снова по каучсерфингу. И сегодня мой хост попросил, чтобы я уехал. Да, он просто сказал, можешь ли ты найти другого хоста или отель на сегодня, потому что ко мне приезжают гости, и ты должен уехать. Это уже 3-й раз я остаюсь по каучсерфингу здесь, в Пакистане. Эта квартира, я думаю, одна из лучших. Мухаммед, он спал здесь, я спал на другой половине кровати. Еще одновременно он захостил 2 парней, которые спали на полу. Вот их вещи, все они куда-то ушли. Я воспользовался моментом и сходил в душ. Вот, кстати, душ. Да, места здесь немного. Но это только одна комната. Это все большая квартира. Одну из комнат он сдает, а во второй комнате он сделал свой офис, где я смог работать. Вот мое рабочее место. Здесь даже есть такой коридор с балконом, где можно высушить вещи, то есть вообще все, что нужно. Вообще я остаюсь по каучсерфингу не потому, что я так сильно люблю людей, а только потому, что в Пакистане нет нормальных гостиниц. Все гостиницы, которые я видел, они были дешевые, но ужасные или очень дорогие. Так что я решил, если уж и оставаться в ужасных условиях, то я за это ничего не буду платить. Так что поэтому иногда приходится мириться с чужим графиком, с другими людьми в комнате, с шумом, мусором и другими неудобностями. Хорошо, что каучсерфинг очень классно работает в Пакистане. Здесь хостят вообще без проблем. Пока что с этим проблем не было. Завтра я лечу в другой город, в горах. Там уже я буду жить в гостинице, так как мне нужен интернет, и там вообще не очень много хостов, так как город будет немножко меньше. Сейчас нужно собрать вещи и подготовиться к уезду.